Всем дизайн, меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнат. В этом ролике я хочу сделать обзор интерьера отеля Трампа в Лас-Вегасе, но прежде чем я начну это делать, я хочу вам рассказать один очень интересный нюанс. В Америке, заходя в любой книжный магазин, первое, что мы увидим, это полку с бестселлерами, которая переполнена вот такими вот книгами. И все же, несмотря на этот факт, ролик у нас будет вне политики, мы сосредоточимся только на интерьерах. Лас-Вегас – это город грехов. Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы играть в казино и развлекаться. Больше в этой пустыне делать нечего. А чтобы люди приезжали сюда более охотно, цены на жилье и самые роскошные отели здесь значительно ниже в сравнении с другими городами США. Известные сети отелей продают свои номера за бесценок, потому что знают, что посетители проиграют в их казино гораздо больше. Еще из-за казино в таких отелях всегда полно людей и очень шумно. Благо в отеле Трампа казино нет, отчасти поэтому я его и выбрала. Я ознакомилась с недвижимостью Трампа и заключила, что он все-таки предпочитает в своих отелях и домах видеть стилистику арт-деко. Этот стиль появился во Франции в конце 19 века, а самое мощное развитие получил как раз в США в начале 20 века в эпоху джаза, где он был невероятно востребован. Номер, где я живу, представляет из себя студию с местом для работы, диванной группой и со своей кухней, чтобы можно было подготовить или разогреть еду. В номере есть своя небольшая кухня. Здесь есть раковина и смеситель с выдвижным изливом. Здесь еще есть диспоузер для того, чтобы можно было измельчить и смыть все органические очистки, какой-то мусор. Здесь есть еще кофеварка с достаточно невкусным кофе, варочная поверхность на 2 конфорки. Обратите внимание, если вы не очень много готовите, может быть, вам не нужно 4 конфорки, потому что очень многие на автоматизме себе на кухне устанавливают 4 конфорки, даже не задумываясь о том, что они не пользуются таким большим количеством конфорок. Мне вот, например, достаточно всегда 2 конфорок, больше мне не нужно. А если вы установите себе лишние 2, которыми не будете пользоваться, вы съедите рабочее пространство, которое вы могли бы использовать для каких-то других задач, там порезать что-то, развернуть и так далее. И зачастую на наших кухнях чаще не хватает именно вот этого рабочего пространства, а не конфорок. Проследите за своим поведением, может быть, это как раз ваш случай. Еще здесь есть микроволновка со встраиваемой вытяжкой, это любимая тема американцев. Тостер, холодильничек, а остальное все достаточно стандартно. На окнах наклеена специальная защитная пленка, которая защищает постояльцев гостиницы от взглядов снаружи и палящих солнечных лучей. А в ванной комнате есть отдельные небольшие помещения для унитаза и душевой. Несмотря на то, что это 5-звездочная гостиница и здесь везде разложены в большом количестве полотенчики, здесь нет достаточно базовых вещей, на которые я рассчитывала, когда приезжала в 5-звездочную гостиницу. Например, шампуни, кондиционер для волос и так далее. Здесь есть прям супер-мега экстренно необходимые вещи, типа мыло. Естественно, для американцев это еще шапочка для душа, без которой они просто не могут со своей зафиксированной и недвижимой сантехникой никак помыться. И есть еще лосьон для тела, который, мне кажется, что он должен идти после шампуня и кондиционера, а не вместо них. Есть еще здесь вот такая вот большая ванна на 2. И здесь еще есть гидромассаж у нее встроен. Но какой есть нюанс? Я когда сюда ехала, я думала, что вот в 5-звездочной гостинице я хотя бы вот помою с гибкого шланга свои длинные волосы, и мне будет наконец-то так удобно все это промыть. Но нет, здесь точно так же зафиксирована вся сантехника, здесь нет вообще никаких гибких леек. И вот есть такой смеситель, который зафиксирован, он достаточно высокий, но все равно для мытья он не очень годится, и для того, чтобы мыть тут голову,
он не подходит. Здесь еще есть регуляторы в другом конце ванны, обратите внимание. И вот там вот есть ручная затычка, которую надо при наполнении воды рукой вот так залезть вглубь, заткнуть. И чтобы воду слить, надо вытащить. И тогда это все будет работать. Но это 3 разные точки. Здесь нужно отрегулировать воду. Вот тут подойти ее, нагнуться, проверить, как она холодная, горячая, как еще ее отрегулировать вот здесь дополнительно. Здесь опять потрогать, а потом туда залезть и вот так вот нажать на эту затычку, чтобы ванна набиралась. Поступил вопрос, как бы сделала я? Отвечаю. Я бы на эту сторону, вот сюда бы, установила слив-перелив с изливом. Это вот такой вот гаджет. И с помощью него можно не только наполнять ванну водой, но и регулировать закрывание и открывание клапана, который удерживает воду в ванной. И все это на этой стороне, потому что на ту сторону тянуться очень далеко. Ванна достаточно широкая, вам не очень видно, но она практически метр шириной. И одно дело, если я высокая, могу дотянуться, то кто-то другой не дотянется. Здесь это можно сделать все на этой стороне. Вы решаете, например, что вам нужна ванна, подошли, отрегулировали здесь температуру, здесь пошла вода, вы закрыли клапан. Все очень удобно. А для мытья вот такой смеситель, конечно, совершенно неудобен. Поэтому очень многие американцы, если вы заметили, в разных фильмах, встают из ванны все в пене и сразу одевают на себя халат. Именно потому, что у многих в Америке вот таким вот образом, по такой американской логике, расположены смесители. У кровати на тумбочках стоят светильники, в основании у которых находятся розетки. Где-то встречали подобное? Как вам такая идея? Напишите в комментариях. И как вы уже поняли, судьбу я не испытывала. Лас-Вегас — это определенно город не для меня. Я не люблю жару, пустыни и азартные игры. Оттого и рада, что провела там лишь одну ночь. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите в комментариях, как вам империя Трампа, и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем дизайн!